Привет, Cover Project. Меня зовут Ирина Татарникова, я дизайнер интерьеров. И сегодня я приглашаю вас в гости в мой любимый проект к моей подруге Анне Бессмертной. Мы с Анной давно знакомы до, конечно же, этого проекта, потому что я помогала ей делать еще первый дом, который стоит здесь неподалеку. И как-то у нас все прекрасно складывалось, мы понимали друг друга. Конечно, когда они начали строить этот дом, попала я сюда уже на стадии бетонной коробки, скажем так. Планировка, в принципе, была логичная, здраво какая-то мыслящая. И, в общем, особо мы ничего не переделывали. Первый этаж практически остался все как планировалось. Немного переделали на втором этаже. Мы входы в санузлы во всех комнатах, потому что на втором этаже у нас основная мастер-спальня, вход в санузел через гардеробную, потому что изначально в проекте вход был отдельный через общий коридор. Соответственно, такая же история была у детских спален. Ну, собственно, все это единственное, что мы переделали, наверное, в планировке. Все остальное было, в общем, логично и разумно. Понятно, почему здесь появилось очень много китайских предметов, потому что Аня и китаист, и переводчик с китайского, и работает, и жила много лет в Китае. А для меня это был, наверное, какой-то тоже знак судьбы, потому что я с детства тоже росла не могу сказать, что в таком количестве китайских предметов, но очень во многих, потому что мой дедушка в 50-х годах работал в Китае, и, соответственно, когда он вернулся, часть каких-то предметов, часть китайской культуры тоже была частью моей жизни. Поэтому мне, наоборот, это было очень интересно искать, ловить свои ощущения, рассказы Ани, тем более, что мы вместе путешествовали по Китаю. Стилистически здесь у нас многое сочетается. И вообще тема Восток-Запад, Запад-Восток, она здесь в полной мере отражена, потому что сама по себе архитектура, наверное, более классическая, да, стены с молдингами, какие-то классические элементы, карнизы. Это все, наверное, скорее к Европе. Уже такое наполнение азиатское. Ну, собственно, эта тема всегда была, и это не только последние годы, она стала очень такой популярной, актуальной, потому что Восток всегда смотрит на Запад, Запад на Восток. И, в общем, все путешествовали, и во всех европейских домах всегда присутствовали китайские предметы. Ну, как-то так вот это все и объединилось, так как, наверное, в любом доме путешественника, человека, который ездит по миру, видит его, невозможно остановиться на одной стилистике. Если говорить об интерьере нашего дома, то, конечно же, он не мог не отражать моей вот такой долгой профессиональной деятельности. Очень много, бывая в командировках в Китае, опять же, очень много сталкиваясь с китайской культурой, я постепенно собрала очень большую коллекцию китайских предметов. В первую очередь это фарфор, различные гравюры, вазы. Из каждой командировки я привозила это в огромном количестве. И когда встал вопрос об интерьере нашего дома, было абсолютно понятно, что так как эти вещи, они абсолютно неразрывно ассоциируются со мной, и они мне дороги, да, как определенные воспоминания об определенных поездках, об определенных событиях в моей жизни, даже не возникало мысли о том, что мы как бы уберем за рамки этого интерьера, но так как дом планировался как абсолютно практическое жилье для нашей семьи, в котором нам было бы комфортно, а не какая-то здесь была там музейная обстановка, понятно, что здесь мы должны были очень четко балансировать между сочетанием большого количества китайских предметов, моей любовью такой к антикварным вещам, и в то же время с современными функциональными предметами, которые позволят нашей семье жить в комфортной обстановке.
Розовый, голубой, да, Аня изначально сказала, что это ее любимые цвета, но мы всегда со всеми заказчиками, будь они друзья, будь это свежепришедшие в твою жизнь люди, беседуем на тему, что вы любите, как вы любите, смотрим какие-то картинки. Поэтому розовый, голубой был очевиден для меня и для Ани тоже. Но совмещать, наверное, в одном пространстве не очень хотелось, поэтому мы пришли к общему решению сделать первый этаж голубым, и второй этаж, поскольку это все-таки такой более закрытые, да, такие частные приватные помещения, и розовым все-таки такой более, наверное, нежный цвет, вот второй этаж сделать розовым. И, кстати, был интересный момент, когда мы заказывали кухню. Меня многие не понимали и даже отговаривали. Говорили, ну что такое розовая кухня? Как ты себе это представляешь, что у тебя будет розовая кухня? Я говорю, слушайте, ну это очень красиво, мне это нравится, вы меня не отговорите. Да, то есть я не тот человек, который подвержен какому-то чужому мнению, и мне вот я решила, что она будет такая. Единственное, что мы там выбирали пару оттенков, но то, что она будет вот такая розовая, приглушенная, это было абсолютно мое такое главное условие. И буквально, может быть, через 1,5 года, да, после того, как у нас это вышла кухня, это стало абсолютным трендом. Этот цвет даже стал годом Pantone. И пошла такая волна вот этой розовой мебели, розовых кухон. И мне все говорили, Нанжа, как ты тогда вот так вот это поняла, угадала? Но мне это было просто, для меня это эстетика, действительно, мне просто нравится этот цвет. Ну, вообще китайская культура, она очень символичная, и поэтому, я думаю, вы заметили, что очень много даже вот цветовых сочетаний, очень много вещей, там, допустим, в фресках, в обоях, в гобеленах, они отражают китайскую культуру, в частности, там, вот, журавли на входе, пионы, которые являются национальным цветком Китая. Очень, ну вот, допустим, этот красный стол, это тоже такая знаковая фигура, знаковый предмет для китайской культуры, да, и вообще красный цвет, он очень почитаем в Китае как такой символ императорской власти. Поэтому каждая вещь китайская, она абсолютно символична, она абсолютно несет в себе какой-то смысл, знак, да, связь с китайской культурой. И понятно, что их очень много присутствует, очень много, я вот уже говорила, что даже коллекция посуды делалась мне на заказ, потому что мне было важно, чтобы в ней присутствовали элементы китайской культуры. Дом очень комфортный, комфортный в смысле помещений и пространств. Ну, кое-какие коррективы мы вносили, безусловно. Ну, что есть на первом этаже? У нас есть входная зона с небольшой раздевалкой, которая за шелковыми шторами, да, позволяет вот, обувь, одежду оставлять как бы вне зоны видимости. Все очень аккуратно, сама по себе входная зона. Опять-таки стилистически и восток, и запад, потому что с одной стороны у нас обои с журавлями, а с другой стороны совершенно такая деревянная, привычная, как бы тумба-стол, консоль, которая очень часто стоит в европейских прихожих. Дальше мы проходим, у нас огромный коридор, мы попадаем в столовую, гостиную, объединенную с кухней, что тоже, в общем, очень современно, и давно уже, да, никто в больших домах не отделяет кухню как кухню, потому что люди общаются, гости приходят, хозяйка готовит, либо все вместе готовят. В кухне есть остров, большое пространство, очень удобное, очень действительно такое приглашающее всем пообщаться. Дальше коридор. Соответственно, есть санузел гостевой на первом этаже. Дальше по коридору у нас кабинет. Напротив кабинета гостевая комната. Ну и техническая комната, где спрятаны, да, все там моменты, которые обслуживают дом. По лестнице мы поднимаемся на второй этаж. Второй этаж у нас тоже большой коридор, очень красивый. И мы попадаем, естественно, уже в частное пространство. Это 3 спальни, детская. Ну, детская уже, дети не дети, конечно. Ну, когда мы планировали, это еще были дети. Для девочки, для мальчика, ну и, собственно, где Анна с мужем
обитают, и несколько комнат, общая гардеробная и техническая комната, там постирочная, что-то еще. В общем, так что дом очень комфортный, все удобно, на всех этажах есть все нужные, скажем так, помещения. Ну вот как-то так. Более подробные планы и планировочные решения вы можете увидеть в телеграм-канале проекта Cover Project. Журавли несут огромный смысл в китайской культуре. Это тоже такой знак аристократизма, процветания, долгой жизни, пожелания благополучия семье, которая живет в этом доме. И абсолютно не случайно, что на многих китайских картинах, гравюрах присутствуют журавли. Именно изображение этой птицы считается очень удачным, очень успешным. И наличие ее в определенном доме, в помещении, таким образом несет определенные благопожелания жителям этого дома. И, как правило, это действительно располагается во входной зоне дома. И эти символы, они, конечно же, понятны человеку азиатской культуры, китайской культуры, но не совсем понятны европейскому человеку. Но вот на каком-то стыке, то есть, наверное, мы здесь брали визуально, то есть мы понимаем какую-то символику, но при этом это красиво. Подбор материалов достаточно интересно у нас происходил, конечно же, потому что у всех есть свои друзья, которые занимаются тем или иным материалом. Например, керамогранит, который лежит на первом этаже на полу. Это остатки после одной стройки, большие листы. Мы, конечно, с радостью их приняли, ну, не совсем в дар, но почти в дар. Необычно, наверное, было соединение этого керамогранита с деревянным полом. Это тоже достаточно сложно всегда. Еще очень интересно, у нас этот керамогранит лег, скажем так, в гостевом санузле. Ну, стандартно мы подняли стены там на какую-то высоту, дальше у нас идут обои, и долго-долго смотрели на все это и думали, ну как-то странно, обои упираются в керамогранит. И потом решено было все-таки таким необычным путем пойти. Значит, мы сделали маленькую тоненькую отбивку в цвет нашей столярки дверей. И рисунок с обоев немножко спустить на вот этот керамогранит. Не знаю, уже кто-то делал так или нет. В общем, это было достаточно странным. И не могу сказать, что мы были уверены абсолютно в этом ходе. Но вот с помощью художницы, нашей подруги, в общем, мы это сделали. Я думаю, что получилось действительно необычно, классно, объединились и обои, и этот керамогранит. Что касаемо печи, ну, как в любом доме, конечно, хотелось печь камин, но опять все было не так гладко, куда-то отвлеклись, строители уже положили не совсем в том месте, в общем, все это прилипло к углу. Ну и дальше уже встал вопрос, конечно, Аня сказала, я ничего переделывать не буду, потому что уже у меня никаких сил нет, все, пусть так остается. Хорошо, решили, что так пусть остается. И опять-таки наша подруга, керамист, с которой мы уже, наверное, несколько объектов сделали, получила задание сделать изразцы для этой печи, чтобы это видно было, что это ручная лепка. Ну и, конечно же, тематику китайскую мы там выбрали. На мой взгляд, тоже получился очень необычный и красивый камин. Конечно, это долго все происходило, потому что она приезжала, что-то подрезала. То есть это не просто, да, облицевать уже готовыми плитками, что-то подгоняла швы какие-то, что-то переделывала, какие-то детальки. Если посмотреть поближе, видно, что деталей очень много, и все это нужно было скомпоновать, все подогнать. В общем, это такая гигантская работа, невероятная. Сама она все это делала. Огромное ей спасибо. Тумбочка под телевизором. Это традиционная, собственно, мебель китайская, черная лаковая с инкрустацией из перламутра и с золотой росписью. Ну, то есть какие-то вещи опять мы попытались соединить с какой-то классической, традиционной ремесленной историей там, Китая и что-то современное, такое рукодельное, скажем так, да, вот в виде камина или чего-то еще. Роскошная ширма, которые мы тоже нашли где-то на развалах. Конечно, без нее не ушли.
Тумба, собственно, которая стоит рядом со столом в гостиной, вообще это умывальная как бы тумба, но мы ее используем как некую буфетную тумбу. На ней подаются и во время ужинов всякие блюда стоят. Она может быть и винным каким-то баром работать. Единственное, по-моему, что из мебели мы заказывали в Китае, это стол-консоль, который стоит за диваном. Мы его тоже увидели где-то на сайте и вот прям заказали, потому что он классический, традиционный китайский стол-консоль. Ну, здесь тоже ничего удивительного нет, что дом наполняется и наполняется предметами. Во-первых, Аня не перестает путешествовать, не перестает работать со своими коллегами, партнерами, китайцами. Они приезжают в гости, часто остаются здесь, гостят по несколько дней. Конечно, они всегда приезжают с подарками традиционными, наверное, так же, как и мы, да, едем куда-то со своими такими российскими подарками. При этом дом, ну, конечно, что-то меняется, что-то переставляется. Я вот не была, больше года, наверное, у Ани. Радостно, что практически все осталось на своих местах, чуть-чуть чего-то добавилось. Это живое пространство, оно работает, да, это не музей, где там вот тут стоял, тут лежал, тут висело. Это здорово. Растут дети, к ним приходят друзья, и видно, что предметами пользуются. Вот что очень важно в доме, да, что это действительно не музейные экспонаты и витрины. Все живое, все рабочее, все в дружбе с хозяевами.